Всем большой привет! Сегодня приготовим невероятно вкусный летний тортик с кремом маскарпоне и клубничкой. Рецепт этого итальянского тортика невероятно простой. У нас будет бисквитная основа, крем маскарпоне и свежая клубничка. В миску для взбивания выкладываем яйца. Яйца желательно, чтобы были комнатной температуры. Тогда они быстрее будут взбиваться и сахар будет быстрее в них растворяться. К яйцам добавляем щепотку соли. Далее всыпаем сахар и ванильный сахар. Можно ванилин, но тогда его нужно на кончике ножа. И начинаем взбивать на средних оборотах миксера. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме примерно в 3-4 раза. Сейчас мы взбиваем яйца с сахаром, это будет наша бисквитная основа. По сути, мы готовим тесто точно так же, как для классического бисквита. Вот так должна выглядеть правильно взбитая масса. Далее просеиваем муку, разрыхлитель я в данное тесто не добавляю. И аккуратно вмешиваем муку в нашу яично-сахарную массу. Это можно делать силиконовой лопаткой, либо венчиком, аккуратно прокручивая тесто по часовой стрелке. Посмотрите, какое воздушное и нежное тесто. Форму для выпекания можно использовать классическую разъемную. Я буду использовать стеклянную, диаметр 30 сантиметров. Я устелила форму пергаментом и выкладываю тесто. Диаметр можно взять и меньшего диаметра, тогда бисквитная основа у вас будет немного выше. Распределяем тесто по всему диаметру и выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Готовая бисквитная основа должна пружинить, и проверить готовность можно зубочисткой. Она должна полностью сухой выходить из бисквитной основы. Пока бисквит остывает, приготовим крем маскарпоне. К холодным сливкам жирностью 33% всыпаем сахарную пудру и начинаем взбивать на средних оборотах миксера. Взбиваем до состояния растаявшего мороженого. Далее добавляем сыр маскарпоне и взбиваем еще буквально 2-3 минутки до однородности. Вот такой нежнейший и вкусный крем маскарпоне у нас получился. Сахарную пудру можно заменить на сахар, он тоже растворится в сливках. Для удобства в работе перекладываю крем в кондитерский мешок. Классический бисквит обязательно нужно пропитать, чтобы он не был суховат. Я это делаю холодным молоком. Можно пропитывать холодным молоком, можно сахарным сиропом. Как приготовить сахарный сироп? В одинаковых пропорциях воду и сахар нужно довести до кипения и остудить. И сироп для пропитки готов. После того, как я пропитала бисквитную основу, я отсаживаю крем маскарпоне и затем буду распределять его по всему диаметру, максимально ровно, чтобы была одинаковая толщина. Если у вас нет кондитерского мешка, вы просто перекладываете крем на бисквитную основу и распределяете его с помощью шпателя либо ложки. Крем маскарпоне можно заменить на крем-чиз, то есть использовать сливки, сахарную пудру и сливочный сыр. Но с маскарпоне клубника сочетается все-таки лучше. Клубничку необходимо хорошо промыть, просушить, очистить от стебелька и нарезать. Я нарезаю толщиной примерно 2-3 мм. Старайтесь выбирать клубнику максимально сладкую и ароматную, поскольку мы ее не обрабатываем, не провариваем с сахаром, и ее вкус будет очень сильно ощущаться. Чем вкуснее клубника, тем вкуснее и ароматнее будет наш пирог с кремом. Выкладываем клубничку по спиральке. Я думаю, вы уже догадались, что клубнику можно заменить и на другие ягоды. Можно заменить на малинку, можно на голубику, ежевику. Посмотрите, как невероятно вкусно и красиво выглядит этот пирог. На самом деле это, можно сказать, даже торт, поскольку есть и бисквитная основа, и крем, и ягода. Но времени на его приготовление уходит намного меньше. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Это помогает каналу развиваться. И покажу вам сейчас разрез такого пирога. Это очень классный вариант такого тортика, когда к вам должны прийти гости, либо вы хотите себя побаловать сладеньким, поскольку готовится очень быстро и просто. Посмотрите, нежнейшая бисквитная основа, крем маскарпоне и много-много клубники. Невероятно вкусно, нежно и по-летнему.